Всем привет! Сегодня у нас ретроспектива, и мы с вами вспомним, какие масштабные копии были на рынке в начале 2000-х годов. И также расскажу свою историю знакомства с компанией Burago именно в 43-м масштабе. И как сейчас помню, такие модели начали появляться в начале 93-го года в крупных магазинах. И это в то время была некая новинка. И такие модели собирали даже серьезные коллекционеры, ведь выбора особо и не было. Значительно позже появилась продукция Mini Champs, также модели Schuko, более премиальные бренды. А сейчас, если говорить о нынешнем времени, то изобилие просто поражает воображение. И можно приобрести абсолютно любую масштабную копию, единственное, вопрос упирается в деньги. И это был целый пласт коллекционирования, и наподобие Burago похожие машины выпускал Maisto, также Mayorette, были различные испанские фирмы, их, правда, было не такое большое количество, у меня есть некоторые модели, которые, если вам будет интересно, я тоже покажу в одном из своих видеороликов, но Burago был самый популярный. И у меня собрано большинство старых моделей, не хватает некоторых Burago 80-х годов. И на эти модели сейчас довольно большой спрос, и они стоят приличных денег, поэтому не решаюсь их приобретать в свою коллекцию. И ранние Burago имели ряд упрощений по сравнению с более поздней продукцией, но, на мой взгляд, эти модели более симпатичны и обладают большим шармом, если можно так сказать. И покажу вам одну из ранних моделей, которая изготовлена еще в Италии, BMW M Roadster. И как раз на таких ранних моделях устанавливался один тип колесиков. Очень примитивные, напоминают пуговички. И также к этим моделям продавали специальные автострады. И из-за этого на колесиках специальные пазы, как наподобие железнодорожной техники, вы устанавливали модель на дорогу, пускали ее, и она свободно каталась. И на этой модели я немножко доработал заднюю светотехнику, окрасил фонари, других доработок не делал. И, повторюсь, на то время это были вполне хорошие масштабные копии, даже с учетом выхода более премиальных брендов. И помню, ранние модели Mini Champs были не намного детализированнее, чем вот эта продукция Burago. Да, у Mini Champs была хорошая проработка ходовой части, также колесики, а корпус порой был точно такой же. И у меня в коллекции есть ранние модели Porsche, у них задние фонари просто в виде обычной наклейки. И покажу вам еще одну раннюю модель, но уже более поздних годов выпуска, и как раз тут видно, изменили дизайн колесных дисков, и на тот момент у Burago было то ли 4, то ли 5 типов разнообразных колесиков, они менялись на машинах без привязки к прототипу, и тоже вполне симпатичная масштабная копия, правда, эта Ferrari не совсем попадает в 43-й масштаб, она чуть мельче. И несмотря на то, что у Burago на коробочках был указан масштаб 1 к 43, модели просто подгонялись под бокс. И, например, если посмотреть на Land Rover Defender, который тоже выпускался продолжительное время, то та модель вообще то ли в 47-м, то ли в 48-м масштабе. И, кстати, там честно на днище написали другой масштаб, а на коробочке было написано 1 к 43. И покажу вам еще одну модель от Burago с другим типом колесных дисков. И тут колесики подходят к данному Volkswagen по дизайну, если смотреть на настоящий прототип. Тоже вполне симпатичная масштабная копия. У меня в коллекции точно такой же Volkswagen от Carrarama, и есть еще одна модель от Vitesse. И скажу честно, если доработать Burago, он будет смотреться не намного хуже, чем более дорогостоящие изделия. И, например, могу вам показать модель от китайского бренда, и эти машины продавались без коробочек, и в магазинах был огромный пластиковый бокс на 20 моделей, и там как раз стояли подобные Ferrari в разных вариантах окраски. Мне понравился классический красный, решил приобрести его в свою коллекцию. И эта модель, у меня такое ощущение, сделана именно на формах Burago. У меня в коллекции есть еще одна F40 от итальянского бренда, и корпуса у машин абсолютно идентичны, только отличается плашка днища и также колесики. Тут уже
колесные диски без специального паза с внутренней стороны. Ну, тоже вполне симпатичная модель. И вот как итальянцам удавалось проектировать хорошие масштабные копии с минимум деталей. Если посмотреть и разобрать эту модель, то остекление и осветительная техника – это один элемент, панель приборов, рулевое колесо, сиденье – это вторая деталь, двигатель – третья, днище – четвертая и корпус – пятая. Больше ничего тут нет, ну, конечно, колесики. А так это вполне симпатичные изделия. И давайте покажу вам самые последние модели, которые я покупал уже в 2000-х годах, просто как часть истории. И эти машины мне понравились схемой окраски. И сейчас посмотрел, серия Street Tuners редко попадается в продаже, во всяком случае в обычных магазинах подобных моделей я давно не видел. И это, можно сказать, форсаж на минималках. Если вы хотите машины, похожие на киногероев, можете смело покупать эти масштабные копии в свою коллекцию. И первая модель — это Ford Mustang. И такой автомобиль также предлагался и в другом варианте окраски. По-моему, серая машина, и у нее был немножко другой орнамент, но она смотрелась более, скажем так, похожей на детскую игрушку, а у этого Мустанга вполне хороший, симпатичный, жизненный цвет. И как раз вот начало 2000-х годов, когда начали выходить первые фильмы о гонках, «Форсаж 1», это, скажем так, направление было очень популярно. И у этой машины довольно интересный дизайн колесных дисков. Низкопрофильная резина, и колесный диск тут, скорее всего, на 24 дюйма, если переводить в масштаб 1 к 1. Также затемнены боковые окошки, такой орнамент на капоте, и эта машина окрашена в два цвета. Крыша черная матовая, а сам автомобиль ярко-красный. И, скорее всего, это цвет Candy Red, очень популярный в Соединенных Штатах. Ну, вот так выглядит данный Ford Mustang. И, конечно, после появления многочисленных журнальных серий, вот эта продукция отошла на второй план. Покажу вам Mustang из серии суперкары, лучшие автомобили мира, и как раз вы можете наглядно посмотреть по сравнению с этой более современной моделью, продукция Burago уже смотрится не так эффектно. Хотя очертания корпуса у Burago, на мой взгляд, даже более походят на настоящий прототип. И у Burago вполне хорошая покраска. На большинстве журнальных моделей все залито краской, расшивка, а у этой модели очень четкие границы, и также прекрасно просматривается расшивка. И давайте посмотрим на следующую масштабную копию. Это Chrysler 300C. Тоже в довольно интересной схеме окраски. И опять же, такой Chrysler предлагался и в другом цвете, уже не вспомню в каком, по-моему, синяя модель, что ли, была. Если вы знаете, напишите в комментариях. Повторюсь, эти модели продавались очень давно, и у меня не осталось фотографий ассортимента этого бренда. И как раз у этой модели можно посмотреть другой дизайн колесных дисков, ободок в хроме, центр черного цвета. Конечно, не совсем верная колея, и нужно делать ее шире, но эту модель я оставил в стоке. Тоже тонированы стекла, тонирована осветительная техника. И точно такая же модель у меня в коллекции есть в гражданском исполнении, которая продавалась в коробочках Маэсто. И отличий между этим вариантом особо нет. Единственное, у Маэсто не такие детализированные колесики, а обычные пуговички, как на ранних моделях Burago. И, кстати, на эту модель добавили регистрационные номерные знаки. Тоже интересный номер 300 Hemi. Блатные номера, как любят говорить в России. И следующая модель, которую я вам покажу, это Dodge Magnum. Тоже вполне симпатичный. И это хорошая альтернатива, если у вас нехватка финансов, потому что похожий автомобиль выпускался только брендом Spark, если не ошибаюсь, и у Spark модель уже совершенно другого ценового сегмента. Эту машину можно купить за 3 евро, модель от Spark продается за 43.
Разница, думаю, очевидна. Тоже вполне симпатичный окрас, также интересный дизайн колесных дисков. Тут диски уже напоминают лопасти турбины. Тоже тонирована светотехника. И как раз вы можете посмотреть, вполне приличная покраска. И удивительно, как такие недорогие модели могут аккуратно собирать и красить. А когда мы рассматриваем премиальные бренды, там сплошной клей, сплошные подтеки, сплошные криво установленные детали. И, кстати, у этих машин довольно хорошее качество пластика. Он не гнется, также вполне хорошая проработка ходовой части. Ну, по журнальным меркам, конечно, сравнивать эту продукцию с поздним Mini-Champs и Шуко, я думаю, нету смысла. Но, тем не менее, повторюсь, вполне симпатичные изделия. И, конечно, это часть истории. По современным меркам, я думаю, не каждый купит их в свою коллекцию, но, повторюсь, они у меня приобретались довольно давно, и свои модели я не продаю, а оставляю у себя. Зачем их покупать, чтобы потом перепродавать? Как-то читал, некоторые коллекционеры пишут о продаже модели и указывают, модель ни разу не вынималась из коробки, а какой смысл тогда его покупать, чтобы не вынимать из коробки и любоваться этим автомобилем. Ну вот, Subaru Impreza, тоже вполне симпатичная схема окраски. На лобовом стекле присутствует надпись Burago, также таблички VRX. И на эту модель я поставил колесики от другой масштабной копии, потому что изначально у этого Subaru тоже были огромные колеса на 22-24 дюйма, и они не очень подходили к этому автомобилю. А эти колесики я взял с Lamborghini Gallardo, тоже в тюнинг-исполнении. Я взял две модели, потому что задние колеса на Lamborghini были огромные, а передние маленькие. И поставил на этот автомобиль, на мой взгляд, в таком варианте машина смотрится более естественно. И вот так выглядит у масштабной копии нижняя часть. Написано Subaru Impreza, VRX STI, масштаб 1 к 43, и, конечно, эта модель сделана в Китае. И покажу вам две последние масштабные копии. Chevrolet Corvette Cabriolet в фиолетовом ярком цвете с золотистыми колесными дисками. И, кстати, эти модели многие брали в то время на доработку других масштабных копий и брали как раз с этих автомобилей колесики. Колесики вполне нормальные, и их можно поставить как на журнальную серию. И я, кстати, видел даже фотографии в интернете, когда такие колесики попадались на затюнингованных автомобилях от Mini-Champs. Также интересный регистрационный номерной знак C6YA, и это расшифровывается как «Сия». До встречи. И вот так выглядит передняя часть. Тоже очень красивый цвет, он хамелеон, переливается при разном освещении. И эти модели я взял именно из-за окраски, ну и как часть истории, повторюсь, потому что таких моделей сейчас особо не встретишь в продаже. И последний автомобиль — это BMW 6 серии с кузовом кабриолет. Как раз тут сохранился ценник. На то время 3 евро 49 центов. Сейчас, конечно, модели от Burago за 3 евро, я думаю, не найдешь в продаже, в магазинах. И такие модели продают за 7-8 евро. Тоже подорожали. И тех времен, когда можно было приобрести относительно недорогую, хорошую масштабную копию, я думаю, мы больше не увидим. Тоже вполне симпатичный серый матовый цвет. И у этой модели уже хромированные колесики. Конечно, оформление передней части можно было сделать чуть лучше, но на эту BMW установили вполне хорошие регистрационные номерные знаки. Почему некоторые могут на недорогие модели ближе игрушки устанавливать хорошие номера, а другие более премиальные бренды экономят на таких мелочах? И вот так выглядит нижняя часть. И пишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции продукция фирмы Burago, что это за автомобили, в какое время и за сколько вы их приобретали в коллекцию, что вы с ними делали, играли или ставили на полку наравне с более дорогостоящими изделиями. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой основной канал
канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.